Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня у нас настройка графики и оптимизация игры Delta Force. Подберем максимальную актуалочку с высоким FPS и хорошей картинкой. А после перейдем на рабочий стол, чтобы слегка закрепить выше проделанное. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео — интернет-магазин ksoft.store, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, Бустецкий это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные. А приобретая комплект, можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду КАСКО получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, Отзовике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Оказавшись в игре, нажимаем на шестеренку, переходим на экран. По желанию можете включить «Показывать параметры производительности». Сверху в этой части у вас будет указан FPS, пинг и так далее. И переходим на самую важную вкладку, это «Графика». Начнем по порядку. Видеоадаптер. Если у вас две видеокарты либо ноутбук, выбирайте ту видеокарту, которая у вас более производительная. Обычно это дискретная. Режим отображения. Если у вас Windows 10, ставьте полный экран. Если 11-я винда, тут по желанию полный экран либо в окне без рамок. Вертикальная синхронизация отключаем, потому что дает дополнительную задержку. Но если у вас мониторчик старый, вы наблюдаете разрыв картинки, можете включить. Плюс можете включить в том случае, если у вас очень слабенький процессор. Иногда вертикалка помогает слегка его разгрузить, тем самым частично избавиться от некоторых фризов. Быстрая синхронизация NVIDIA. Отключаем. Угол обзора по умолчанию. Здесь выбирайте то, что вам больше нравится. На FPS не так сильно, но влияет. Буквально там пару кадров. Но естественно ради кадров не стоит занижать, либо наоборот повышать угол обзора. Ставьте как вам более комфортней. И наконец начинается самое интересное. Это базовая графика и продвинутая графика. Я покажу настройки, которые подходят вот для этой системы. Максимальное качество графики и максимально высокий FPS. Если у вас аналогичная система, либо мощнее, оставляйте без проблем. Если слабее, чуть позже покажу, какие параметры можно еще занизить, чтобы ухудшить картинку. Но да, и зато повысить FPS. Первые три вкладки мы пропускаем и переходим к размытию движения оружия. В шутерах, особенно в онлайн-шутерах, лучше всего выключить, потому что оно может отвлекать. Отражение низко, фильтрация текстур ультра, можно даже поставить и выше. Затенение выключаем, но если вы не можете играть без оттенения, ставьте тогда высоко, потому что разницы по FPS между средним качеством и высоким практически нет. Частицы среднее, искажение высоко, детализация окружающей среды средняя, дальность прорисовки сцены средняя либо высокая, глубина резкости выключаем, масштаб рендеринга. Этого коснемся мы чуть позже, когда будем разбирать режим суперразрешения. Качество глобального освещения средне, шейдеры высоко, текстуры. Все зависит от вашей видеопамяти. Если у вас ее более 4 гиг, ставите высоко и выше. Трансляция низко, тени низко, карты теней низко, постобработка высоко, объемный туман низко, анимации средне. Супер разрешение или масштабирование изображения. Нам доступно временное суперразрешение, AMD Fidelity FX, NVIDIA DLSS и Intel XS. Если у вас видеокарта серии RTX, то есть поддерживает DLSS, мы конечно же выбираем NVIDIA DLSS. Все потому, что эта технология лучше всех остальных понижает задержку, что для онлайн-шутеров это имба. Сам пресет выбираем в зависимости от вашей видеокарты. Для 3060 Ti качество. Для видеокарт более слабого сегмента производительность либо баланс. Если ваша видеокарта не поддерживает DLSS, я рекомендую сделать следующее. Выключить и масштаб рендеринга поставить на 65. FPS-иков получите очень много. При этом картинка, лично на мое скромное мнение, в 2К разрешении, не забывайте, это самое важное. Все выглядит очень даже достойно. В принципе, вы это видите на экране.
И наконец NVIDIA Reflex, низкая задержка. На FPS лично в моем случае никак не влияет. Я ставлю усовершенствованный. Применяем данные настройки, залетаем в игру и проверяем ваш FPS. Если по количеству кадров все печальненько, мы можем понизить фильтрацию текстур до высокого качества, искажение среднее, детализация окружающей среды низко, дальность прорисовки средняя, шейдеры низко либо средне, качество глобального освещения низко, постобработка средняя и анимация низко. И у нас получатся вот такие настроечки. Сохраняем то, что мы там с вами наклацали, и можем перейти на рабочий стол. Я там покажу пару настроечек, которые слегка должны повысить производительность вашей системы. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Кстати, все это работает как на Windows 10, так и на 11. Просто слегка меняется визуал. Нажимаем обзор, нам нужно перейти в папку с игрой. Далее Delta Force, снова Delta Force, Binarious и Win64. Находим приложение Delta Force, клиент Win64 Shipping. Нажимаем добавить параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Переходим на изменение стандартных параметров графики, и здесь нас встречает планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Если эта функция вам доступна, тогда можете ее включить. И после всех настроек перезагрузить вашу систему, зайти в Delta Force и проверить, будет ли какое-то улучшение, либо наоборот. Как пишет описание, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Но это работает, бывает и в обратную сторону, как в моем случае, поэтому я лично отключаю. Оптимизация для игр в оконном режиме. То, что я говорил ранее. Ставите галочку. Для обладателей видеокарт NVIDIA переходим в панель управления NVIDIA, далее управление параметрами 3D. Программные настройки, нажимаем вот сюда и в списке ищем Delta Force. Если ее, допустим, нет, нажимаем добавить и уже в этом списке ищем Delta Force. Если здесь ее тоже, допустим, нет, нажимаем обзор, переходим в папку с игрой, снова же Delta Force, Binarious, Win64 и Delta Force приложение открыть. Анизотропная фильтрация. Для FPS-иков выключаем, для всех остальных управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если вы его не используете, можете выключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная. Режим низкой задержки. Вкл для большинства систем. Для более мощных выбираем Ультра. Если вдруг начались фризы, вылеты из игры, тогда вместо ультра выбираем вкл. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу находим фильтрация текстур, качество. Выбираем высокая производительность. И убеждаемся, что анизотропная оптимизация с трилинейной оптимизацией у нас включены. Нажимаем применить. После этих настроек залетаем в Delta Force и проверяем нашу производительность. Если все хорошо, закрываем видос и идем играем. Если нужно еще больше FPS-иков, тогда переходим по ссылке в описании ко мне в телегу, либо в Discord. Там находится архивчик, называется Байкаска. Мы делаем его распаковку, и здесь нас встречают 3 папки и различные приложения. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть для AMD-шки, Intel и NVIDIA. Далее очистка. Переходим в Temp Files, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и Да. То, что не удаляется, нажимаем просто Отмена. Возвращаемся назад. Еще одна папка Delete Temp Files. Выделяем все файлы
Нажимаем Shift, Delete и да. Снова же, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем диск C, ОК. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках для рукастых, красиво расписал, а также уже готовые бэкапчики. То есть вариантов очень много. Выбирайте то, что вам больше нравится. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас Windows 10, будет написано слияние. Далее Game DVR 2, PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг тут по желанию и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет выбираем High. Нажимаем Apply. Xbox Game Bar. Мы его, конечно же, отключаем. И, наконец, схема питания максимальная производительность. Если вам нужна эта схема, копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск. Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Нажимаем Ctrl+V, если не вставляется, нажимаем PKM, то есть правая кнопка мышки. Далее Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!